юная, красивая девушка. Ее называл потом Жуковский гений чистой красоты. Александра Федоровна умоляет своего супруга помиловать декабристов. Любила, как сейчас сказали бы, прошвырнуться по магазинам. Врачи запретили интимные отношения с супругом. Вся раскрутка Ниццы как модного курорта – это благодаря Александре Федоровне. Она не собиралась знакомиться в принципе с Александром, поэтому ела вишни. Перестала заказывать себе новые платья, донашивала только старые. Ганс Христиан Андерсен, когда она уплывала в Петербург, утешал ее, говорил: не бойся, там не только медведи бродят. Подойдите, когда будете в музей, и посмотрите на платье супруги Александра III. Даже родив ему 6 детей, талия 65 сантиметров. Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, добрый день. Мы продолжаем наш рассказ о русских императрицах XIX века и поговорим сегодня о 3 очень интересных женщинах. Я бы даже сказал, во многом удивительных женщинах. Это супруги последовательно императора Николая I, его сына Александра II и его внука Александра III. Скажу вам честно, все, и ваш покорный слуга не исключение, бывало путаются в этих императрицах. Тем более, что все они немки, кроме одной датчанки. Тем более, что православные имена, которые давали при крещении в православие, у них повторяются несколько Марии, 2 Александры Федоровны. И в этом во всем очень легко заблудиться. Поэтому давайте разберемся, кто есть кто. И это поможет нам выстроить то, что я называю хронологическим хребтом. То есть такой вот костяк, стержень. Запоминать историю станет нам намного легче. Поэтому я взял такую доску, почти школьную. И кое-что давайте сразу на ней зафиксируем. Итак, начнем с единственного сына законного Екатерины II, Павла Петровича. Павел I. Вторая супруга Павла I – Мария Федоровна. Я буду использовать русские имена. Сократим МФ. 10 детей, из них только 1 умер во младенчестве, большая редкость по тем временам, и 4 сына. Важно запомнить всех сыновей, потому что от этого будет зависеть, как дальше строится династия Романовых и что происходит в нашей истории. Старший сын Павла I – Александр I. Его супруга, о которой мы говорили на прошлой нашей лекции, Елизавета Алексеевна. Я очень люблю наш длинный исторический курс сравнивать с сериалами. Каждый наш рассказ о той либо иной русской императрице мы можем условно называть как серию в кино. Вот серию про Елизавету Алексеевну, я бы назвал «Бедная Лиза». Давайте так мы ее назовем. Потому что тяжелая жизнь, потому что 2 дочерей и обе умерли во младенчестве. И таким образом по линии Александра I на престоле российском нет никого. Следующий сын Павла и Марии Федоровны – Константин Павлович. О нем мы говорить не будем. Он женился марганатическим браком на польской графине. Поэтому, согласно указа Александра I, его дети были исключены из права очереди на российский престол. 3-й брат Николай. А вот Николай нам очень интересен, потому что Николай Павлович – это император Николай I. И супруга его, о которой мы будем говорить сегодня, Александра Федоровна. Но был еще 4-й сын Михаил, о нем речь сегодня не пойдет. Александра Федоровна точно так же будет звать супругу совпадения и правнука Николая I, Николая II. Всего у Николая I и Александры Федоровны 7 детей. Далее
Наследник престола, старший сын Николая I, Александр II. Супруга Александра II, тоже немецкая принцесса, Мария Александровна, Александр Александрович, Александр III, супруга которого единственная датчанка на российском престоле, принцесса Дагмара, в православии Мария Федоровна. Обратите внимание, снова Мария Федоровна, как у прадеда Павла Федоровна. Почему так много русских императриц получало отчество Федоровна? Об этом мы говорили в прошлой нашей лекции. Кто не видел, пересмотрите. Ну и, наконец, старший сын от брака Александра Александровича и Марии Федоровны, Николай II. И снова немецкая принцесса, и снова Александра Федоровна. Как у прадеда Николая I. И далее по прямой линии династия прерывается. Вот простая схема, на которую мы будем сегодня опираться, чтобы мы не путались с вами в повторяющихся именах и отчествах. Александра Федоровна, супруга императора Николая Павловича. Классический брак по расчету. Но надо понимать, что, как в известной пословице, может ли брак по расчету оказаться счастливым? Может, если расчет оказался верным. В данном случае верно рассчитал старший брат. Александр, он был за место отца своему младшему Коленьке Николаю. И верно рассчитала мама Мария Федоровна. Они вдвоем и подобрали хорошую невесту. Но в этот момент надо понимать, полным ходом идет война с Наполеоном. Брак великого князя, члена императорской фамилии, это всегда способ укрепить военно-политический союз. Великие князья после окончания обучения совершали большое путешествие по России и большое путешествие по заграницам, одной из задач которых было подобрать себе хорошую невесту. Но в данном случае выгодно было заключить брак с кем-то из немецких правящих домов, а из них самое сильное – это королевство Пруссия, вне всякого сомнения. Поэтому то, что Николаю приглянулась юная прусская принцесса, оказалось очень удачным. Политический брак был всеми одобрен. Избраннице шел 16-й год, когда они познакомились в Берлине. Тогда раньше взрослели на самом деле. Я напомню вам с предыдущего нашего разговора, что Елизавету, вообще бедную Лизу, выдали замуж волей бабки Екатерины Волевой за любимого внука Сашеньку в 14 лет. Но здесь решили не торопиться. Подождали несколько лет. Девица созрела окончательно. И через 3 года официальное венчание. Но решено было все с самого начала. Николай Павлович, человек прямой, военный, понятный. Понравилась девушка, приглянулась. Политически все совпадает. Мама одобряет. Старший брат одобряет. Король Пруссии с удовольствием отдает свою любимую дочь за русского великого князя. Таким образом, правящий дом Романовых, который до этого через брак еще сына Петра I, царевича Алексея, породнился с могущественным домом Габсбургов, императоров Священной Римской империи, это Венский императорский двор, то вот через этот брак с прусской королевной Романовы породнились напрямую с Гогенцоллернами. А это старинная немецкая династия, которая еще со Средневековья правила Бранденбургом, владела этими землями Берлин и окрестности, а также были прусскими герцогами, потом королями Пруссии, потом уже во второй половине XIX века на базе прусского королевства Бисмарк путем собирания немецких земель вокруг Берлина возникнет Германская империя, Второй рейх. И в Первую мировую войну Николай II будет воевать с родственниками. Весь королевский дом
императора Вильгельма, императора Германской империи, будут родственниками довольно близкими правящего дома Романовых. Однако в политике родственные связи совершенно не помогают. Как правило, они усугубляют противоречия между государствами и правящими домами. Почему усугубляют? Когда ругаются незнакомые люди, это одна история. Ругаются соседи, а мы были соседями с Германией, общая граница. Когда ругаются соседи, это гораздо тяжелее. А когда ругаются соседи и родственники близкие, это совсем плохо. Первую мировую мы воевали с Германией с соседями, родственниками и, в общем-то, объективными экономическими партнерами. Но это совсем другая история. Когда юная, красивая девушка, ее называл потом Жуковский гений чистой красоты. Пушкин иронично сплагиатил эту фразу у Жуковского для своего стихотворения, посвященного Анне Керн. А гений чистой красоты – это вот об этой юной девушке, немецкой принцессе Александре Федоровне. Когда она выходила замуж за Николая Павловича, то, собственно, не планировалось, что она будет императрицей. Николай не был наследником. В Петербург приехала образцовая немецкая красавица, жили спокойно, рожали детей. Александр II тоже не планировался в наследники изначально, потому что отец его был всего лишь великий князь. Большое, конечно, испытание и переживание события декабря 1725 года. Александра Федоровна переживала за мужа, за детей. Николаю грозила реальная опасность. Он находился на площади рядом с мятежными войсками. Люди, которые планировали на него покушение, но в силу разных обстоятельств не нажали на курок в последнюю секунду, находились буквально в 3-4 шагах от императора. Стрелять могли в упор, но он остался жив. Она восхищается женами декабристов. Она говорит: представьте себе, они едут за своими мужьями в Сибирь, в Нерчинск. Если бы я оказалась в их положении, я поступила бы точно так же. Александра Федоровна умоляет своего супруга помиловать декабристов, по крайней мере, не казнить. Николай не преклонен. Но, тем не менее, постепенно судьба декабристов смягчалась. И мне кажется, что большую роль в этом играла добрая немецкая принцесса, гений чистой красоты, легкомысленная, любительница потанцевать Александра Федоровна. Какие были отношения у них в семье? Знаете, лучше всего описала фрейлина Анна Тютчева, дочь нашего прославленного поэта. Вот она этот расклад отношений между властным, волевым Николаем и легенькой, грациозной Александрой охарактеризовала так. Кавычки открываются. Император Николай I питал к своей жене, этому хрупкому, безответственному, изящному созданию, страстное и деспотическое обожание. Обожание сильной натуры к существу слабому. Для него это была прелестная птичка, которую он держал в золотой, украшенной драгоценными каменями клетке, кормил нектаром и амброзией, убаюкивал мелодиями и ароматами, но крылышки которой он бы без всякого сожаления обрезал, если бы она захотела оттуда вырваться. Весьма жизненно и образно написано. В политику Александра Федоровна не лезла. Вряд ли бы у нее получилось с характером-то ее мужа. Порхала, любила, как сейчас сказали бы, прошвырнуться по магазинам, по бутикам, съездить за границу, потусоваться, отдохнуть, потанцевать. Муж ревновал. Когда во дворце были званые приемы, Николай I лично утверждал список всех мужчин, коим дозволялось пригласить на танец императрицу. Баловал, устраивал для нее яркие иллюминации и даже организовывал специальные рыцарские турниры. Кроме шуток, на боевых конях, в железных латах сам император Николай I, и его друзья устраивали некую
облегченную без смертоубийства и травм версию рыцарского турнира, так называемую рыцарскую карусель, посвященную дамам сердца. Дама сердца Николая I, которую он пронес в своем сердце через всю свою жизнь, это Александра Федоровна. Он строил ей загородные дворцы. Сам был исключительно скромен в быту, носил заплатанную военную шинель, спал на походной койке, этой же шинелью бывало и укрывался, когда уставал. Фрапировал всех во время своего визита, будучи еще наследником престола в Великобритании, когда просил постелить ему солому, и говорил, что ему как-то удобнее. Вот он солдат, и подушка, чтобы была набита соломой. Конечно, во всем этом было немало позерства, но что личные траты Николая I были ничтожны, даже в сравнении с его старшим братом Александром и отцом Павлом, с которого, собственно, и начался секвестр императорского бюджета. Задан тренд, подхваченный впоследствии сыновьями, на показную скромность императоров. Ничто не могло быть более полезно для российского бюджета, чем принципиальная подчеркнутая аскетичность наших правителей. Чем мы помним эту легкомысленную красавицу? Ей мы благодарны за новогоднюю елку. Петр I повелел еловыми ветками, можжевельником, в общем, всем, что приятно пахнет и зеленого цвета, украшать жилище во время новогодних празднований рождественских. Но вот взять елку целиком, поставить в самом большом парадном зале, в самой большой комнате и украсить игрушками. Игрушки были разные. Это могла быть мишура, дождик, мандарины, завернутые в фольгу, все что угодно. Украсить ее. Вот эту моду привезла из Германии Александра Федоровна. Она же снарядила первую елку сначала в Москве, потом в Зимнем дворце в Петербурге, ну а потом наше знать стало все это дело копировать. И вскоре елки появились в домах многих-многих горожан. Так по сей день. Чтобы не скучала супруга и занималась каким-то социально полезным делом, социализация – важная вещь, даже для императрицы, Николай I, по примеру матушки, опять же отсылаю вас к прошлой лекции, основательница русского благотворительного движения. Николай I поручил супруге заниматься всеми благотворительными обществами. К тому моменту императорская благотворительность превратилась в целое министерство, большое хозяйство. Ведомство учреждений императрицы Марии, так официально называлось, к концу правления Николая I. Это направление царской работы. Так вот, это ведомство включало в себя 365 учебных благотворительных заведений, больниц, школ, приютов, где учились тысячи детей, десятки тысяч бесплатно лечились в больницах, десятки тысяч сирот находилось в богадельнях, частном, императорском и благотворителе попечении. Ну, то есть, это целое министерство. Но при этом Николай, человек был все-таки трезвый, и он прекрасно понимал, что вот матушка, она была по духу своему бухгалтером, а супруга как-то не по финансовой части. Поэтому договорились с самого начала так, что все финансовые и хозяйственные вопросы, по ним статс-секретарь ведомства учреждений императрицы Марии докладывает напрямую императору. А по содержательной работе учебные программы, как лучше лечить, каких врачей брать на работу в императорские больницы. Вот содержательные вопросы – это к Александре Федоровне, кроме денег. Деньги к императору. Хрупкая, изящная Александра Федоровна родила 7 здоровых детей. Большая редкость по тем временам. Все остались живы и дожили до взрослого возраста. Но при этом считалось, что здоровье ее сильно подорвано. Она сама, видимо, была ипохондриком. Все время чувствовала себя после этих многочисленных частых родов больной. Врачи это состояние ипохондрии, как полагается им, они же не зря хлеб едят, активно поддерживали, запретили интимные отношения с супругом, рекомендовали юга, подозревали у нее чухотку, туберкулез, бич того времени. Ну и лет 20 консервативными методами, других тогда не было, лечили от туберкулеза. Когда она уже скончается, и она переживет своего супруга, выяснится при вскрытии, что у нее прекрасные здоровые легкие, и лечили ее все эти годы совершенно не от того. Поэтому, по рекомендации врачей, долго зимой жила на югах, в Италии, то бишь
в Ницце. Ницца тогда итальянская. И вот считается, что мода на Ниццу среди русских, превращение Ниццы постепенно в русский город конца XIX века, вся раскрутка Ниццы как модного курорта, это благодаря Александре Федоровне, потому что когда она приезжала в городишко Ниццы, Сардинского королевства, привозила с собой, естественно, сотню человек двора, имущество, кареты, даже рассказывали злые языки, что воду бочками какую-то из Невы якобы привозили. Не доверяли они местной воде. Но, естественно, местные спекулянты тут же эту воду продавали как минеральную, невскую, особо целебную. Оппозиция язвила. Вот уже после смерти Николая, после Крымской войны, Герцен писал в своем колоколе: «Снова вдовствующая императрица дала Европе зрелище истинно варварской роскоши». Так и хочется сказать, что, дорогой наш Александр Герцен, не видели вы истинно варварской роскоши российских олигархов за рубежом, ну, например, в той же Ницце или где-нибудь в Лондоне? Party like a Russian. Тогда бы вы поняли, как скромна была императрица Александра Федоровна. Главный памятник ее имени, который каждый знает, кто любит русский театр, это Александринский театр в Петербурге, построенный как раз при Николае и названный так в честь любимой супруги. Театр императорский в годы страшной николаевской реакции, репрессии и подавления всякого свободомыслия. Именно на этой сцене триумфально прошли премьеры в 1830-е годы и «Горе от ума», и «Ревизора» Гоголевского. И все это императору и императрице очень и очень нравилось. Великолепное здание Александринского театра, прекрасный сквер с памятником Екатерины. Ну, кто не был, просто должен раз в жизни побывать, видеть это фантастическое великолепие. О книгах по этому времени и про Александру Федоровну. Так удачно получилось, что в издаваемой сейчас серии моей любимой исторической собиратели земли русской про тех правителей России, при которых земля русская увеличивалась в размерах, прирастала, есть практически все, что нам нужно про русских императриц. Вот Николай I. Это не только книга Александра Баханова, историка, но и очень интересные приложения. Вторая часть – мемуары дочери Николая I, Ольги Николаевны. Про кого писала дочь? Больше всего про мама, про Александру Федоровну. Но есть и про других очень интересные мемуары. Например, про тетю Елену Павловну, замечательную женщину, которая очень помогла при проведении великих реформ Александра II. Это супруга младшего сына Павла Михаила. Посвящу, наверное, отдельную лекцию, если будет время и силы. Если вам это интересно, пишите об этом в комментариях, в вопросах ваших. Я стараюсь все читать, по крайней мере, все содержательное. И как-то использовать при дальнейшей подготовке лекций. Поэтому вот «Собиратели земли русской», Николай I и воспоминания его дочери Ольги. Проскочили мы, конечно, еще и замечательную книгу, роман Мережковского «Александр I». Здесь есть воспоминания о графине Шуазель Гуфье и об Александре I, и о Наполеоне, ну и о матери Александра I, Марии Федоровне. Потому что эта графиня была фрейлиной Марии Федоровны и Елизаветы, супруги Александра I. Первое издание мемуаров прошло в 1829 году, то есть писала она то, что хорошо помнила, буквально по горячим следам. Эпоха XVIII века, эпоха дворцовых переворотов определила, какую важную роль гвардия, гвардейские части, находящиеся в Петербурге, играют в жизни империи. Определяют, кто может оказаться на троне. Поэтому популярность кандидатов на престол, ну и действующих императоров и императриц среди гвардейцев стала играть особенно важную роль.
чтобы нравиться гвардии, чтобы быть вместе с гвардией, появился такой необычный статус шеф гвардейского полка, а потом шеф простого армейского полка. Что такое шеф? Шеф – это не командир. Шеф – это как бы председатель совета директоров. Это тот, кто номинально является руководителем, причем в серьезной генеральской должности, но при этом, конечно, полком не командует ни на поле боя, ни в повседневной жизни. Он следит, чтобы все было хорошо, с довольствием. К нему могут обратиться в крайних случаях офицеры и солдаты полка с какими-то своими вопросами. И вот шефами гвардейских полков были не только мужчины, но и женщины. Но прежде всего я хочу сказать о том, что начиная с Екатерины I, супруги императора Петра I, все императрицы объявляли себя полковниками тех либо иных гвардейских полков. Екатерина II, так она вообще учредила специальное мундирное платье. Вот посмотрите на его блестящий образец. Это, собственно, то, как выглядела в мундирном платье сама императрица Екатерина II, Екатерина Великая. Мундирное платье, изобретение Екатерины, это симбиоз женского платья и военного мундира той эпохи. Если мы возьмем с вами современный мир, оно было бы все в камуфляже, либо в какой-то сетке. Но тогда на поле боя одевались ярко, поэтому цвета военного мундира были именно такими: лазоревыми, синими, алыми, с золотым шитьем. Представьте себе, перед гвардейцами в таком платье появляется императрица. И вот в этом фантастической красоты мундирном платье красовалась перед гвардейцами молодая императрица Екатерина II. Хотя что значит молодая? Вот тут ей, наверное, под 40. Она еще не располнела. Вполне в форме. Такой ее любил Потемкин. Система шефов, то есть почетных командиров полков, после наполеоновских войн стала выглядеть несколько номинально и приобрело декоративный характер. Но при этом, при всем, офицеры полков всегда видели в этом знак особого императорского благоволения, милости, как бы знак определенной награды. И эта традиция из поколения в поколение в императорской семье продолжалась. Александра Федоровна, наша первая героиня, жена Николая I, шеф прославленного полка кавалергардов, конной гвардии. Это те самые кавалергарды, которые под Аустерлицем, это те самые кавалергарды, которых век недолог. Ее дочери, старшая дочь Мария Николаевна, шеф Екатеринославского драгунского полка. Екатеринослав? Вам ничего не говорит это название? Екатеринослав – это после революции Днепропетровск, город, основанный Потемкиным в Малороссии. Сейчас как-то это звучит место Днепро, город Днепро. Следующая дочь, чьи воспоминания я сегодня вспоминал, Ольга Николаевна, дочь Николая I. Она шеф Елизаветградских гусар. Елизаветград – это что? Елизаветград – это славный город, основанный еще раньше, при императрице Елизавете Петровне. Новая Сербия, крепость в самом центре Украины. Кстати, по правому берегу современной Украины, центр Малороссии, форпост Российской империи. Этот славный город после революции был переименован сначала в город Зиновьев. Потом Григорий Зиновьев впал в немилость и был расстрелян. Поэтому город стал Кирово, а потом Кировоград. Соответственно, Елизаветградская губерния – это Кировоградская область современной Украины. Но нет больше города Кировограда. В 2016 году, вот совсем на днях, уже после Крыма, согласно закону о декоммунизации, по всей Украине советские и имперские названия менялись на истинно украинские. Был проведен референдум, как назвать славный город
Кировоград. 85% жителей высказались за возвращение исторического названия. Елизаветград. Ну, кого интересует мнение жителей этого замечательного города, когда закон о декоммунизации и стирании всего русского? Поэтому постановлением Верховной Рады, вопреки референдуму, вопреки решению городских властей, город был переименован в истинно украинской манере. И теперь город, основанный императрицей Елизаветой Петровной, дочерью Петра I, носит название, внимание, город Крапивницький. Крапивницький – це фамілія. Це фамілія хорошого, я б сказав, даже доброго, гарного українського актора и письменника, то бишь писателя Крапивницкого. Вот город Крапивницкий, областной центр, только не смейтесь, Кировоградской области. Тогда же великая княжна Ольга Николаевна писала в своих воспоминаниях, как счастлива она была, когда отец предложил ей стать шефом прославленного полка елизаветградских гусар. Как спорила она со своим суровым отцом, как должна выглядеть военная форма, в которой будет носить она, дочь императора, шеф елизаветградских гусар. Будет ли она носить чукчиры, то бишь брюки гусарские, или все-таки юбку? Настояла на юбке. Но при этом был, конечно, и кивер, и сабля, и доломан. Вот подлинник, доломан, верхняя часть мундира елизаветградских или кировоградских гусар. 19 век. С тех пор этот полк так и называли Ольгин полк. Полк княгини Ольги. Под этим именем Ольгин полк прошел через все войны, в которых участвовала Российская империя, вплоть до Первой мировой, дожил до марта 17 года, но потом у этого славного полка началась совсем другая история. А так, все дочери императоров и все жены императоров, все императрицы обязательно были шефами тех либо иных гвардейских, гусарских полков. И вот даже Александра Федоровна, о которой мы сегодня не говорили, специально вторая Александра Федоровна, жена Николая II, тоже выполняла почетную, но важную миссию шефа нескольких полков. Вот это вот лейб-гвардии знаменитый Уланский полк. Ее императорское величество, императрицы Александры Федоровны. Красивая форма, а самое главное вот эта вот квадратная шапочка, польская конфедератка. Уланы ведь начинались в Польше. Мы уважали польские традиции, уважали поляков как славных кавалеристов, славных воинов, воинов Российской империи. И поэтому в знак уважения к полякам, к истории, к уланам, вот эти вот польские конфедератки носили все офицеры, это тоже подлинные экземпляры. Соответственно, Александра Федоровна тоже была примерно в женском варианте этого мундира. Помните знаменитые пики казачьи, на которые казаки нанизывали по несколько германцев в Первую мировую войну? У уланов были точно такие же пики. Они распространились во всех кавалерийских частях русской армии и даже использовались красноармейцами в годы Гражданской войны. Но опять, это совсем другая история. Но это история о том, как жены, дочери императоров начинали, может быть, с церемониальных функций, шефов полков, красовались в форме и показывали, что они вместе с солдатами, вместе с офицерами. А закончилось это все очень-очень серьезно. Когда Романовы сами воевали на фронтах Первой мировой, а дочери их служили сестрами милосердия в военных госпиталях, не боясь крови, не боясь смерти и стараясь по мере сил быть вместе со своими подданными. Вторая героиня нашего рассказа, и эту серию нашего сериала я бы назвал «Золушка», или вторая Мария Благотворительница, супруга
Александра II. Мария Александровна. Александр II – старший сын, любимый воспитанник, который готовился как преемник Николая, будущий император. Он хотел поломать традицию. Он не хотел, как его отец, жениться по расчету, по выбору родителей. Он хотел жениться по любви. В молодости вообще Александр II влюбчивый парень был. Влюблялся в одну фрейлину, вторую, третью, крутил какие-то романчики. Быстренько этих фрейлин отлавливали и удаляли. В конце концов, отец устал и отправил сына Сашу, сколько можно беситься, за границу, выбирать себе невесту. В дорогу дал книжечку, тетрадку, говорят, синего цвета, секретную совершенно, где были перечислены все потенциальные невесты. Ну, главным образом немки, естественно, потому что это самый широкий выбор симпатичных девушек, их много, немецких. Суверенных государств было на тот момент. Синяя тетрадка с фамилиями, именами, должностями и титулами, ну и какие-то характеристики, наверное. И вот с этой тетрадкой Александр II, будущий, ездит по Европе, никто ему не нравится. Он отписывается, что все эти принцессы ужасно жеманные и скучные. Какие-то они все невеселые, холодные. Все хотят ему понравиться, его это раздражает. Он молодой, красивый, высокий наследник Российской империи. В конце концов, доехал он даже до Англии, где, видимо, со скуки закрутил такой платонический роман с молодой английской королевой, той самой Викторией. На самом деле, на Александрина Виктория. Первое имя, про которое все потом забыли, дано в честь крестного отца русского императора Александра I. Так вот, Александрина Виктория, которая на тот момент, по-моему, около 20, влюбляется в наследника российского престола. Я не знаю, там, какие чувства испытывал к ней Александр. Об этом я в лекциях про Александра рассказывал подробнее. Ну, чтобы мы понимали, конечно, такой брак никому не выгоден. В Англии паника, ну как-то так, русский окажется на английском троне и вообще может начнет перетягивать одеяло на себя. Но и у нас на самом деле энтузиазма это не вызывает. Мы специально растили 20 лет, учили образцового наследника престола, а тут он в какой-то там Англии станет даже не полноправным монархом, а, скорее всего, принцем-консортом, там, фигурой номер 2 при королеве. Поэтому нет, отдавать англичанам нашего прекрасного Александра мы не хотели, слава богу, что не отдали. Хотя Виктория расстроилась с тех пор, Россию не любила, ну, такая обманутая любовь молодости. Ничего не поделать. И вот, в конце концов, случайно совершенно Александр познакомился с немецкой Золушкой. Маленькое какое-то немецкое курфюршерство, графство, герцогство, неважно. Малюсенькое. Более того, в списке этой девушки не было. Родители не жили вместе много лет. Все это знали, это был секрет Полишинеля. И то, что она незаконнорождена, тайны ни от кого не было. Ну, как-то такой брак не очень равный получается. Она не собиралась знакомиться, в принципе, с Александром, поэтому ела вишни. Ее подвели, или он сам к ней подошел, у нее рот набит косточками, она эти косточки отплевала куда-то там в руку, представилась, сделала книксон, и ужасно понравилась Александру. Совсем молоденькая. Более того, приехала в Петербург, понравилась отцу. Суровый Николай I сказал, ну вот, наконец-то, скромная, не жеманница, не любит всяких тусовок, приемов. Принцесса на горошине, она жила в этом маленьком королевстве, денег нет, двор крошечный. Хорошая будет жена. Родила 8 детей впоследствии. Одна беда, что заболела, настоящий туберкулез, уже во взрослые годы. Действительно, бич того времени. С годами Мария Александровна совершенно обрусела. Как, кстати сказать, почти все немецкие принцессы. Стала не просто православной, а истово верующей, сугубо религиозной. Кстати, умная, много читала. Общалась с православным духовенством, посещала монастыри, церкви. Александр II ее обожал. Но часто бывает. Мужчины не всегда постоянно, тем более
соблазнов у императора высокого, красивого немало. Он на мелкие интрижки, не опасные для брака, особо-то и не разменивался. Но вот к 50 годам, седина в голову, без в ребро, сошелся с юной, была у него тяга, видимо, к молоденьким девушкам совсем, на 30 лет младше его, княжной Екатериной Долгорукой. И когда супруга умерла под именем княгини Юрьевской, к тому моменту уже у них было несколько детей общих, даже сочеталась с ним неравным браком. Конечно, все дети, все окружение было категорически против этого второго брака. Но что было, то было. Как мы должны помнить Марию Александровну? И почему я сказал вторая Мария благотворительница? Потому что именно при ней окончательно закрепилось главное дело всех женщин при русском троне – сеять добро и развивать благотворительное движение. Все, что связано с помощью бедным, страждущим и образованием. Мария II восприняла дело бабушки своего мужа, Марии Федоровны, как просто личное наследственное поручение. И начала самым активным образом заниматься развитием того самого Министерства по благотворительности, то есть ведомства учреждения императрицы Марии, тем более, что имя менять не пришлось. По ее инициативе по всей империи стали учреждать женские гимназии. Это вообще было новое дело в системе образования. Не была небольшая плата за обучение, но могла поступить любая свободная девушка. Эти гимназии, их много было, стали называться мариинскими. К 1878 году в стране было 75 мариинских женских гимназий и 159 прогимназий, в которых обучалось одновременно, колоссальная цифра по тем временам, 40 тысяч девушек. Кстати, мои дети старшие пошли в школу в Москве, она тогда называла школу номер 19, в самом начале нулевых. В центре Москвы обычная, городская. Но там висела табличка, наверное, висит и по сей день. Бывшая такая-то по счету Мариинская женская гимназия. Хочу вам сказать, очень красивое, основательное здание. По сей день все это живет. Помимо этого, Мария Александровна развивала сеть мариинских приютов для презрения детей бедных родителей. Ну, то есть что-то типа ясли-садик, переходящий в начальную школу, когда у родителей нет возможности содержать детей. Приюты были и до этого. Только при Марии Александровне число приютов по империи увеличилось почти в 10 раз. Помните императрицу Елизавету Петровну, дочь Петра? Помните эту историю про 15 тысяч платьев, которых она после себя оставила, подавляющее большинство которых она никогда в жизни не одевала и не успела бы одеть? Так вот, Мария Александровна, нам может казаться, что что это ей стоило, все равно денег много, и все эти члены фамилии с жиру бесились, но женщины поймут. Начиная с какого-то момента Мария Александровна перестала заказывать себе новые платья, донашивала только старые, а все деньги, которые проходили по бюджету на платье императрицы, автоматически списывались в приюты, в гимназии, в разного рода благотворительные мероприятия. Аскетичность мужчин-императоров, о которой я говорил раньше, начиная с Павла и далее, вот эта аскетичность проявилась в том числе в последних годах жизни и у самой Марии Александровны. Этим аскетизмом она заразила и своего сына, Александра III. Вся его одежда была в заплатках, он ее носил долгие годы. Одни и те же кители, мундиры, штаны. Зашили, а что, новые-то зачем царю? Так нормально. Ел простую еду. При дворе ввел у себя режим жесточайшей экономии, то есть лично проверял и сокращал расходы на фрукты, вина. Все это не нужно. Больше хлеба, гречневой каши. Это задавало хороший тренд. Когда император ведет себя скромно, то и остальные члены императорской фамилии, как бы они там ни хотели, пати лайк и Russian,
они вынуждены, по крайней мере, в публичном пространстве свою расточительность сдерживать, умерять. И это вообще оздоравливает обстановку в обществе. Ибо самый скромный из дворян сам государь-император. Помимо мариинских гимназий и мариинских приютов, что мы с вами помним? Конечно, Мариинский театр в Петербурге. Новое здание главного имперского музыкального театра, оперы и балета. Так что Мария Александровна – это Мариинские гимназии, Мариинский театр, а Мария Федоровна, супруга Павла, это Мариинские больницы. Не путайте. Как я сказал, болела туберкулезом, болела по-настоящему. Умерла за год до трагического убийства своего супруга. Любителям религиозного мистицизма сразу подброшу пищи для размышлений. Тогда непременно добавляли, шептались. Хоть Александр и не жил со своей супругой последние годы, и была у него фактически вторая семья прямо в Зимнем дворце, но она любила его, она молилась за него. Она прямо перед смертью написала, исполненное любви и благодарности за совместно прожитые годы, за детей, предсмертное письмо своему супругу. Она отмаливала его. И все эти покушения, которые были до смерти Марии Александровны, чудом каким-то невероятным, Александр оставался жив. Помним с вами, то он задержится на полминуты и не войдет в зал Зимнего, который взлетит на воздух. То стреляющий в упор террорист несколько раз подряд промахнется, и в шинели Александра будет несколько дырок от пуль, а его не заденет ни одна. Но умерла Мария Александровна, и некому стало молиться. И последнее покушение, целая цепочка невероятных совпадений. Не случись любой из них, и опять Александр бы остался жив, но все они сложились в мозаику последнего покушения и гибели. Не было рядом заступницы. И это все напоминает жутковатый американский фильм, франшиза несколько серий, Final Destination. Пункт назначения. Школьники американские, старшеклассники, 1 класс, летят куда-то на самолете, на каникулы. Но в последнюю секунду по какой-то причине кому-то из школьников показалось, что самолет потерпел аварию при взлете. Они все выбегают из салона, испуганные, самолет взлетает и взрывается в воздухе. Но от судьбы не уйдешь. И дальше совершенно жуткий хоррор, как на протяжении нескольких фильмов смерть буквально преследует каждого из выбежавших тогда из салона самолета. И как они пытаются смерть обмануть. Вот эта вся игра со смертью, это, собственно, последние годы жизни Александра II. Когда Мария Александровна скончается, будут на полном серьезе говорить о возможности ее канонизации, потому что все последние годы она посвящала себя исключительно вопросам благотворительности, исключительно вопросам помощи простым людям. О книгах. Серия «Собиратели земли русской». Книга кандидата исторических наук Ляшенко «Александр II. История 3 одиночеств» дополняется очень интересными дневниками. Снова дневники Анны Тютчевой, дочери поэта при дворе 2 императоров. Интереснейшие воспоминания военного министра Дмитрия Милютина, вообще ценный документ эпохи. Ну и, конечно, лекции классика нашей истории профессора Ключевского. Отличная книга для понимания той эпохи и для понимания того, что происходило при дворе Александра II. Супруга Александра III снова Мария Федоровна, как у Павла. И опять эту серию нашего киносериала можно назвать «Мария Благотворительница III».
или же невеста по наследству. Ну, почему по наследству? Помним с вами из курса про Александра Третьего. Мария Федоровна, урожденная датская принцесса, дочь датского принца, впоследствии короля Дагмара, была помолвлена со старшим братом Александра Третьего, наследником престола Николаем. Но тот серьезно заболел. В презренной Википедии написано, по-моему, туберкулезным менингитом, но на самом деле никто толком не знает, чем он заболел. Известно, что триггером стало падение с лошади во время спортивных соревнований, скачек. Он был прекрасным наездником. Начал болеть, и вот уже в присмерти для прощания к нему приехала вся семья Романовых и вызвали его невесту Дагмару. Далее что? Далее есть разные версии. Николай попросил своего младшего брата Сашу не бросать его невесту, взять себе в жены. Александру понравилась Дагмара, как бы их общее объединила трагедия, общие переживания. Либо это просто был политический расчет, опять же, разговор мужской между отцом Александром II и сыном, который теперь до этого же просто князь, который может сам выбирать себе жену. А теперь нет. Теперь наследник престола. Женитьба наследника престола – вопрос политический. Союз с Данией, с датским королевством нам удобен. Александр делает предложение невесте своего покойного старшего брата. И дальше начинается сказка. Прямо такая датско-российская сказка. К слову сказать, Ганс Христиан Андерсен, все мы которого прекрасно помним и читали, провожал Дагмару на пристань, когда она уплывала в Петербург. Датский сказочник был вхож в королевскую семью, утешал ее, говорил: не бойся, там не только медведи бродят по Невскому проспекту, там все хорошо, страна богатая. Дагмара, Мария в православии Федоровна, она была маленькая, невысокого роста, тоже хрупкая, худенькая. И, конечно, когда она стояла рядом с Александром Третьим, вы представляете Александра Третьего, кто не представляет, вспомните картину «Три богатыря». Илью Муромца, наш великий художник, писал с Александра Третьего. Вот такая у него была конституция. Поэтому Маша и Александр Третий – это прямо Маша и медведь. Но на самом деле все сложилось, все получилось. Кстати, что интересно, Александр Третий к этим нелепым мифам о том, что он плохо знал русский язык и говорил с акцентом, он даже жене своей, Марии, датчанке, с самого начала писал по-русски. Переписка их сохранилась, она опубликована. Пожалуйста, с комментариями. Переписка императора Александра и императрицы Марии Федоровны. Кому интересно, почитайте. Супруги с нежностью относились друг к другу. Из этой переписки Александр III предстает не просто как честолюбивый отец, но и как человек, полностью доверяющий своей жене. Это не дежурные письма-то. «Люблю, целую, пока». Нет, он рассказывает, что происходит, делится переживаниями, том, что по-человечески его занимает, спрашивает ее совет. В общем, очень ее уважал. Знаете, многие ехидные современники, впоследствии уже при Николае, в предреволюционные годы называли пожилую вдовствующую императрицу Марию Федоровну самой умной из всех Романовых. В понимании, что в семье Романовых тогда было человек 300, поверьте, это для немолодой женщины лучший из возможных комплиментов. Она была умна, она при этом совершенно не была затворницей, считалась самой элегантной, стильной женщиной при дворе. Сохранилось немало ее нарядов, платьев той поры. Вот они сейчас активно используются в наших музеях для всякого рода тематических выставках. Подойдите, когда будете в музее, и посмотрите на платье супруги Александра III. Даже родив ему 6 детей, она сохраняла прекрасную форму. Талия 65 сантиметров, это так. Если не сильно затягивать в корсет, а в корсете это будет и того меньше. Обожала танцы, тут их мнения расходились. Наш уволень, бульдожка
медвежонок Александр III танца терпеть не мог, чувствовал себя неловко. Все ему эти тусовки надоедали. Раньше ведь не было звукозаписи никакой, да? Танцевали под живую музыку, под оркестр. Поэтому, когда это все Александру надоедало, он так тихонько договаривался с дирижером, и музыканты по одному уходили, пока не оставалась какая-нибудь одна скрипка последняя и барабан. И все. Но если и это не действовало, то просто потихоньку выключался свет. И вот так в полутьме под барабан Мария Федоровна, вздохнув, говорила: ну что, дорогие гости, вы видите, его величество намекает нам, что пора расходиться. Танцы окончены. Но были и увлечения, которые их объединяли, например, рыбалка. Александр III любил удить рыбу, он медитировал таким образом. Кстати, его склонность к скрупулезному учету всего и вся отражалась также и на рыбалке. Существуют записи, подробная специальная дворцовая книга, куда Александр тщательно записывал, сколько он поймал, в какой день щук, карасей, окуней и прочее. Это мы знаем в деталях. Так вот, царь удил рыбу, Европа ждала, а Мария Федоровна готовила уху сама. Уж я не знаю, насколько мыла посуду, но из царской рыбы уху готовила супруга. Ну, очевидно, что она была для Александра III опорой во всех семейных делах, а он был ее опорой в буквальном смысле этого слова, в том числе и при том трагическом крушении поезда, когда держал на своих плечах тяжеленную крышу, рухнувшую с кореженного бронированного вагона царского. Пока выбирались через щели, выползали его дети и жена. Когда жена куда-то уезжала, либо он уезжал по делам, тосковал, скучал. Мария Федоровна надолго переживет своего супруга. По воцарении Николая II будет сильно влиять, особенно первые годы, на политику. Примужана в политику вообще не вмешивалась. А вот сын часто говорил, даже при назначении министров или каких-то важных сановников, надо спросить у матушки. Она покровительствовала Витте, защищала его. Как и он, выступала против эскалации с Японией. Считала, что эта война на Дальнем Востоке совершенно России не нужна. Она очень поддерживала Петра Столыпина. Когда узнала о его смерти, выражала сожаление, что убийца, этот подлец, как она говорила, не был разорван на месте. При этом главным достоинством Столыпина в ее глазах было то, что он не льстил государю, говорил ее сыну правду. Потому что все остальные, кого Николай II приблизил, по ее мнению, были льстецами, были преданы сыну неискренне. Считала, что сын ее слишком добр, мягок. Опять же, развею мифы о том, что якобы Мария Федоровна была против воцарения Николая. Это все неправда. Обычно всегда женщина обожает своего первенца, своего старшего сына. И Мария Федоровна в этом плане была совершенно такой же, как и любая мать. Она обожала сына Колю, но при этом прекрасно понимала его недостатки. В первую очередь нерешительность, мягкость, доброту. Для императора это, как правило, недостаток, особенно в критические годы. Ну и самое главное, говорила, мой сын не умеет поставить людей на месте, верит льстецам. Интересная ее фраза из письма за год до революции. Кавычки. «Я вижу, что мы идем верными шагами к какой-то катастрофе, что государь слушает только льстецов и не видит, что под его ногами нарастает что-то такое, о чем он даже не подозревает. Я сама чувствую это инстинктом, но не умею ясно представить себе, что же именно ждет нас». Женская интуиция. 16-й год. Занималась благотворительностью, это уже было традицией. То есть, в первую очередь, проблемы беспризорных детей, детей-сирот. Конечно, воспитательные дома для беспризорных были и ранее. Но благодаря Марии Федоровне ясли, тогда так это называли, дома для беспризорников были открыты во многих городах империи: в Вологде, Полтаве, Екатеринославе, Петрозаводске, Риге, Томске, Рыбинске, Керчи, Таганроге, Моршанске. В общем, числом около 400 по всей империи под эгидой ведомства учреждений императрицы Марии.
Мы знаем, как Феликс Эдмундович Дзержинский после гражданской войны боролся с беспризорностью. Ну, и, наверное, немало сделал в этом отношении правильного. Беспризорность тогда взлетела как раз как следствие гражданской войны и революции. Но вот Мария Федоровна работала как Дзержинский. Занималась образованием бедных женщин. То есть, если при Марии Александровне открывались мариинские гимназии с небольшой, но платой, то Мария Федоровна стала способствовать массовому открытию мариинских училищ. В отличие от гимназий, мариинские училища принимали бесплатно девушек из необеспеченных семей, в основном горожанок, и таких училищ по всей стране было около 70, все под патронажем Марии Федоровны. Красный Крест, возникший во время Крымской войны как раз, родоначальницей была та самая Елена Павловна, о которой я потом планирую рассказать вам отдельно. Но Красный Крест пика своего развития предреволюционного достиг как раз усилиями Марии Федоровны. Она за него отвечала. Она выработала новую стратегию финансирования, то есть не просто пожертвования, но специальное отчисление в пользу Красного Креста. Причем очень разумно. Оформляйте, например, загранпаспорт, чтобы поехать за границу. То есть у вас есть деньги поехать за границу. Копеечку – фонд Красного Креста. Покупаете железнодорожный билет 3-го класса по тарифу. А железнодорожный билет 1-го класса, как у нас сейчас авиаперелеты бизнес-класса, с вас не убудет к цене билета плюс 5 копеек в пользу Красного Креста. И вот таким образом в Красный Крест превратился в огромную структуру, ворочащую большими капиталами, следила за которыми Мария Федоровна с тщательностью бухгалтера, как та самая супруга Павла I. Все ей доверяли, знали, что там не воруют. Во время войны придумала и оснастила военно-санитарные поезда. Не было же на Дальнем Востоке никаких стационарных в достаточном количестве больниц и военных госпиталей, поэтому появились военно-санитарные поезда прямо с операционными, с вагонами для тяжелораненых, с аптеками своими. Все это потом работало у нас десятилетия. И все, что мы знаем с вами, эти военно-санитарные поезда, спасительные в годы Великой Отечественной войны, появились в нашей армии благодаря Марии Федоровне и были тогда под эгидой и финансированием ее Красного Креста. И потом уже даже в годы Первой мировой войны, несмотря на самый почтенный возраст, вдовствующая императрица ежедневно совещания, встречи, принимает санитарные отряды, отправляющиеся на фронт, открывает и посещает госпитали, ежедневно заезжает на военные склады специальные, куда направляли благотворители имущества для распределения, опять же, на фронт, либо среди раненых. Организует отправку врачей, медсестер на фронт, принимает у себя в Анечковом дворце инвалидов войны, чтобы поддержать их, поблагодарить за отвагу в боях. Вот это самоотверженное поведение вдовствующей императрицы, конечно, служило примером для женщин высшего общества, и правилом хорошего тона было направлять средства личной на благотворительность, работать с сестрами милосердия в госпиталях, отправлять вещи на фронт. И царские дочери, и знатные дамы во время войны не вели блоги, не тусовались на вечеринках в модных клубах, не работали медсестрами в госпиталях. Они отдавали собственные дворцы под военные госпитали. Когда революционные матросы брали штурмом Зимний, то они брали не только и не столько место, где заседало Временное правительство. Простите, они брали штурмом военный госпиталь, где находились раненые. Я знаю немало замечательных, благородных людей сегодня, которые жертвуют часть своих доходов на регулярной основе на благотворительность. Иногда даже устанавливают какой-то для себя внутренний процент. 5-7% от прибыли. Это прекрасно, эти люди нуждаются в благодарности. Но интереса ради скажу вам, сколько от своего личного бюджета, то есть средств, которые на содержание, на служанок, гувернанток, платья, жалование прислуги, гардероб. Вот сколько от своего личного бюджета на протяжении всей своей жизни, 50 лет в России, направляла на благотворительность Мария Федоровна, 40%. Кстати сказать, ее благотворительная деятельность ей же спасла жизнь.
Потому что когда случилась революция февральская 17 года, она оказалась далеко от Петербурга, в Киеве, как раз в командировке по делам Красного Креста. Уже в Петербург она не поехала, уехала на юг, в Крым, в имение Романовых. Там оказалась даже на какое-то время под домашним арестом. Все до нее докапывались, и эмиссары Временного правительства, естественно, и потом большевики на короткое время, взявшие власть. Ну, в конце концов, в 19 году ее эвакуировали такие англичане. Все-таки родная сестра Марии Федоровны была английской королевой. Поэтому англичане ее на своем линкоре эвакуировали в Данию, где она и жила до смерти и даже получала небольшой пенсион от британского правительства. Не шиковала, потому что все деньги свои Романовы перевели в годы Первой мировой войны в русские банки. Из-за границы даже у кого было распоряжение все деньги вернуть. Но у нее было с собой много драгоценностей, фамильные драгоценности, целый ларец, который одевала на приемах. И, конечно, бриллианты Марии Федоровны вызывали нездоровый ажиотаж у царственных особ Европы, прежде всего ее родственников в Англии. У тех просто темнело глаза, потому что такого ни у кого из них не было. Много раз предлагали Марии Федоровне продать это все с аукциона, вложить деньги в какой-то бизнес, но старушка видела в этих каменьях память об империи, о своей жизни, продолжала жить на пансион, не платила за электричество в своем доме, скандалила, но драгоценности не продавала. Жила долго. Пережила и помянутого Феликса Эдмундовича, и Ленина, и всех своих 4 сыновей. Первый Александр умер во младенчестве. Георгий тоже заболел. Михаила расстреляли в Перми во время гражданской войны. Ну и, наконец, старший сын Николай II был убит вместе со всей семьей, 5 ее внуками. Умерла Мария Федоровна в 1928 году. Тот самый ларец с драгоценностями сразу исчез. Темная история, долгое разбирательство, много сплетен. Скажу лишь результат. В конце концов, все драгоценности были проданы на каком-то закрытом аукционе от имени Банка Англии. И оказались, лучшая часть их, на британской королеве. Поэтому посмотрите на парадные фотографии, портреты Елизаветы II и увидите бриллиантовую тиару такую V-образной формы. Вы увидите целые воротники из бриллиантов, жемчуга. Это все краденые драгоценности Романовых. Краденые драгоценности вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Описи похищенного не существует. Наследники пытались много раз выяснить, какой аукцион, почему в Англии. И, конечно, никому ничего не отдали. Супруга своего она пережила надолго, получается, где-то лет на 35. Все это время говорила, что я обязательно с Сашенькой встречусь. И вот говорят, что умирая под Копенгагеном, говорила, Сашенька ждет меня. Похоронили ее в Дании, а вот спустя почти 100 лет состоялось торжественное перезахоронение праха Марии Федоровны в соборе святых Петра и Павла Петропавловской крепости. Уже у нас наше время при Владимире Владимировиче. Рядом с могилой супруга Александра III. Так что с Сашенькой она встретилась. Книги. Какие могу порекомендовать? Мария Федоровна. Жизнь замечательных людей. Императрица Мария Федоровна и император Николай II. Мать и сын. Прекрасный исследователь, но для тех, кто хочет глубоко погрузиться в тему. Историк Юлия Кудрина. Ну и наша серия «Жизнь замечательных людей». Книга об Александре III, хорошего писателя и князя Владимира Мещерского. Но интересное приложение. Воспоминания великого князя Александра Михайловича, кузена Александра III, и мемуары того самого Витте, которого поддерживала
вдовствующая императрица. Все это очень любопытно, я очень это рекомендую. Мария Федоровна и будущей императрицей, и вдовствующей императрицей по традиции являлась шефом нескольких гвардейских и армейских полков, среди которых был 11-й Уланский, Чугуевский, ее императорское величество государственной императрицы Марии Федоровны полк. И вот музейный экспонат, погоны штабс-ротмистра подшефного ей полка. Погоны подлинные, обращаю ваше внимание. Одна звездочка на царских погонах – это прапорщик, 2 звездочки у нас лейтенант, там подпоручик. Здесь 4 звездочки, 1, 2, 3, 4 – это штабс-ротмистр в кавалерии, он же штабс-капитан в пехоте артиллерии. Соответственно, это капитан. Надо сказать, что у капитана императорской армии звездочек не было вообще. А штабс-капитан – это промежуточное звание между поручиком и капитаном. Обращаю ваше внимание, помимо звездочек 4 капитанских, на вензеля. Под императорской короной видим такой сложный вензель. На самом деле ничего сложного. Это буква «М» – Мария. И вплетенная кириллическая буква «Ф». Так и написано. Овал с черточкой. М.Ф. Мария Федоровна. И сразу господа офицеры понимают, что полк непростой, а шефом этого полка, если штабс-ротмистр носит такие погоны, является сама императрица. Пару слов в заключение. Раньше про жизни жен императоров практически не вспоминали. Но априори считалось, что во всей этой романовской семье, романовской камарилье ничего интересного, поучительного и ценного быть не может. Тираны, вырожденцы, эксплуататоры. Это с научной точки зрения не исторично, неправильно. Почему? Объясню. Монарх лишен права на личное. И он сам, и его жена, семья, брак. Вопросы воспитания детей, времяпрепровождения. Это все не частное. Это имеет государственное значение. Поэтому интерес к жизни его семьи – это не любопытство, это не обывательское внимание к частной жизни сильных мира сего. Ибо все, уклад жизни, культурные предпочтения, какие-то нравственные ориентиры, бытовые привычки, все что угодно у самодержца и близких оказывает прямое влияние в конечном счете на жизнь семьи. Поэтому это надо изучать, это надо знать тем, кто интересуется историей, чтобы просто понимать, что и почему происходит. Иногда причины кроются в личном. Ну, а во-вторых, мне кажется, это пренебрежение личной жизнью царей и их супругами и по-человечески несправедливо. Тоже поясню почему. За мужем всегда стоит жена. За успешным мужем умная жена. А если муж самодержец, тем более это важно. Вопрос не в том, хорош или плох институт монархии. Это другой разговор. Но он был. И, выражаясь марксистскими терминами, это объективная реальность. Я уже как-то вспоминал забавный анекдот о том, в чем главное преимущество монархии, монархического способа правления перед демократией, демократией выборной. При монархии рано или поздно, просто по теории вероятности, на троне, в вершине пирамиды власти окажется человек скромный, добрый, никогда не рвавшийся к власти. При демократии выборной это абсолютно невозможно. И вот так получается, что в XIX веке от Марии Федоровны до второй Марии Федоровны нам всегда с женами наших императоров везло. Они являли собой образец хорошего влияния на мужа. Стремление делать добро. Николай I, человек суровый, как-то прочел отвратительный грязный пасквиль, который написал на его супругу наш кобзарь Тарас Григорьевич Шевченко.
Собственно, за это его в солдаты и отправили. Николай I так возмутился и говорит, ну, положим, этот революционер имел какие-то причины быть мной недовольным и ненавидеть меня. Но ее-то за что? Действительно, ее-то за что? Не за что. Мы не будем, конечно, идеализировать этих женщин, но все эти немки и датчанка стали истово русскими, даже как попрекали современники слишком русскими, слишком православными. Хотя, честно говоря, не понимаю, как можно быть слишком верующим. И нам надо сказать просто спасибо им за ту роль, которую они сыграли в жизни империи, в том, что мы с вами так любим в русской истории XIX века. Спасибо вам за любовь к русской истории и всего самого доброго. До новой встречи.